пока подсыпется потихонечку. Так, кто там подсоединяется? Давно всех вас не видела. Не слышала, точнее, не читала. Всем приветики, кто там подсоединяется. Как видно, слышно? Я думаю, видно хорошо. А вот по поводу слышно. Дайте знать, кто-то тоже у нас есть с нами. Так. Я тут... Так, сегодня мы ничего, девочки, не плетем. По вам соскучилась, долго не выходила в эфир, болела, к сожалению. Еще, конечно, до конца не выздоровела, но это уже, конечно, получше. Ну, голос еще у меня, конечно, не восстановился, немножко хрипловатый. Но ничего. Я уже просто не втерпешь мне, что не втерпешь было уже провести эфир, потому что уже действительно так давно уже с вами не общалась. Так в Вайбере, в WhatsApp с девочками-то общаюсь. На первые 2 недели так вообще было очень сложно. В общем, то я, вернее, сначала я заболела, потом ребенок заболел, потом меня снова вроде отпустило, опять я заболела. Но сейчас как-то, в общем, немножко уже полегче, но уже чувствую, что уже все нормально. Иду уже на поправку. Так что тьфу-тьфу-тьфу, лучше, конечно, не болеть, потому что так тяжело. Голос пропал, ни температура, абсолютно ничего. Головные боли и кашель сумасшедший, это просто ужас. В общем, как-то вот так. Сегодня ничего, девочки, не плетем. И мальчики, если кто-то подсоединяется из наших ребят, я знаю, тоже есть мастера. Сегодня не плетем, сегодня просто крутим трубочки, общаемся и, в общем, говорю, встреча у нас так. Вот, готовим трубочки до следующего эфира. Следующий эфир я планирую в субботу, если, дай бог, все нормально будет, конечно. Ну, в всяком случае, это такое. Планируем одно, а видите, как оно получается все немножко по-другому. Ну, я думаю, ничего. Что будем на эфире плести? Хочу плести вот такие вот баночки. Мы уже как-то, я говорила, да, что будем плести, прошу прощения, такие вот баночки для круп, там, может, специй, у кого какие будут. Сейчас покажу, что именно. Видите, крышка гуляет, это специально так я делала. Так. Ну, я еще не знаю, когда эфир будет. Нет, завтра точно нет, потому что это ж нужно трубочки подготовить, покрасить, обработать. Завтра точно не будет. Это, скорее всего, на следующую субботу. Вот. На следующую субботу. Я заранее еще напишу. По поводу, в общем, этих... рассчитывала я вот на вот такую вот пол-литровую баночку. Я говорила, да, крышка здесь вот она гуляет. Ну, для чего? Для того, чтобы в баночку она плотненько села. Вот так. И, естественно, вот. Ну, вот так вот можно это дело будет менять. То есть банка вынимается, ставится другая, крышка сверху. Плотно, можно не плотно, в принципе, садить. Вот так вот. Ну, во всяком случае, когда какая-то тяжесть, то крышка, я уже проверяла крышка, то есть она хорошо снимается за счет того, что тяжесть держит, тянет вниз, естественно. То есть баночка, ну, в общем, крышечка снимается, точнее. Вот как-то вот так. В общем, будем плести вот такие вот баночки, но я хочу сделать еще так, чтобы эти баночки были как в таком вот лотке. Вот, такие 3 штучки баночки такие, и лоток можно было подвешивать. Но при этом
значит, сплести такой, будем так говорить, да, корзинку-лоток, чтобы вот эти ажурчики были видны. Ну, и, естественно, то есть как-то так... В общем, я думаю, мы продумаем, все будет нормально. Так, чтобы ничего нигде не провисало, и все было хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, привет, кто там присоединяется. Давно не виделись, не слышались. С некоторыми, конечно, списывались и общались. Так. В общем, вот такое вот. Вот такие планы. Пока что мы просто крутим, общаемся. Привет из Казахстана. Будет, сделаем. Я обещала, что мы сделаем еще на том эфире, потому что, ну, как-то вот мне хочется такие вот необычности какие-то. И плюс параллельно на следующей неделе думаю сделать мастер-класс короб. Ну, он как пуфик будет служить, то есть на него будут садиться. Значит, короб на каркасе с крышкой, которая будет крепиться на петли. Вот такая вот штучка. Еще кашель не прошел, так что прошу прощения, если буду немного откашливаться. Вот как-то так. Так, а кто чем занимался? Знаю, некоторые болеют у нас тут. Так же, как и я. Не совсем хорошо. Салфеток тоже. Я вот неделю... Какую неделю? 3 недели, по-моему, да? Почти 3 недели эфира не было. И вот, наверное, дня только 4-5 назад я дорвалась до трубочек. Понаплетала тут кучу всякостей. Некоторые, конечно, видели уже. Сейчас покажу, что я тут понаплетала. За вечер на одном дыхании сплелось. Сейчас докручу тут 2 трубочки. Изображение мутноватое. Так, изображение мутноватое. А чего что изображение мутноватое-то? Так. Вот не знаю, что у нас тут изображение мутноватое. Да в настройках посмотреть, но я как-то сейчас не совсем смогу найти, где это настройки. Так. Возможно. Девочки, пока, ну, этот эфир вы уж так как есть потерпите. Я там камеру уже себе заказала, так что все уже будет нормально. На следующий эфир я уже буду крутая, я уже буду с камеры, а не с телефона. Ну, как есть, так есть. Так. Ну вот что сделал? Ну вот. Вы уж меня простите, такое вот качество. Я не знаю почему. Ну, говорю, уже на следующем эфире я уже буду с камерой. Отдельно уже себе куплю. Это не телефон будет, это уже камера конкретно будет. Так что уже будет все намного лучше. Так, всем привет, а почему не объявила? Инусечка, так вчера, по-моему, я или позавчера, не, вчера, по-моему, да, я написала в этом, боже, на Ютубе, что сегодня у нас будет эфир. Вчера было написано. Да я как-то и не задумалась, что... Да, может, еще от скорости интернета зависит. В общем, что я тут понаплетала, дорвалась, называется. Вот такую штучку сплела.
Вот. Это у меня такое было. Осенило меня такое сплести. Вот такой кувшинчик сплела. Вот. Туда баночка 0,5 входит. И вот такую вот салфетницу сделала. Вот такая вот она. И это все за один вечер. Вот что-то меня так вот... Давно в руки трубочки не брала. Так вот меня так зацепило, что я дорвалась. А кто чем занимался? Кто что плел? Кто свои хотелки воплотил в жизнь? Это салфетка или панно? Ну, я вообще как бы это салфетка, но я себе рассчитывала как? Я себе рассчитывала, что вот так вот, знаете, как кувшинчик поставить, да, и вот под кувшин вот так вот, ой, под кувшин она будет, ну, как-то в самый раз. Потому что, ну, просто кувшин поставить как-то скучно смотрится. А вот под кувшинчик она, эта салфеточка, подойдет как раз, я думаю. И вот такая вот. Как-то тоже был у меня заказ, по-моему, в Инстаграме у меня есть вот такие, выставляла фотографии таких вот салфеток я делала, и к ним как раз такой вот, типа как чехла. Кому интересно, можете в Инстаграм зайти посмотреть. Вот. Так что я чуть-чуть поработала. Привет, привет, привет. О, Аллочка, привет. Аллочка, ты уже тоже на месте, так что можете это эфирчики проводить. Так, привет из Гомеля, приветик. Так, плиту абажур, но он что-то мне маленький, кажется. Буду другой переплетать. Чего страшного? Я любые вещи всегда маленький, там, большой получается. Я всегда им нахожу какое-то применение. Так что это не проблема. Так, а есть МК. МК на что именно? На салфетке вы имеете в виду или что? На салфетке. Нет, я не делаю МК. Ну, они такие простенькие. Ну, как бы я не думала, что там нужно МК на них. Ну, давайте, давайте. Приду в гости обязательно на прямой эфир. А вот по поводу салфеток МК-то я как-то не делала, еще раз повторюсь, потому что, ну, ну, они простые, по сути. Там ничего такого сложного нет. Поэтому как-то я и не думала, что на них надо МК. Они простенькие. Так, добрый вечер. На салфетку надо МК. Надо МК. Ну, если нужно, то мы сделаем. Блин, я сегодня только отправила заказ. Как раз вот салфетки 6 штук делала вот таких, только без серого цвета вставок. Обычные, простые. И там для них была подставка. Кстати, на канале есть такая же подставка. Почти такая же. Мастер-класс. Но там чуть-чуть салфетки другие. У них нет вот этих завитков. Там просто обмотка идет. Вот. Так, в салфетке проволока, леска или просто крепили на форму? Нет, там ничего нет.
Там, в общем, какая ситуация. Там я отдельно крутила трубочки на вот эти стойки. Конечно, я намучилась, но спица была единичка. Я единичкой практически, можно сказать, вообще не пользуюсь, а вот именно брала для салфеток на стойке единичку, потому что надо, чтобы трубочка была совсем такая плотненькая, чтобы можно было хорошо, ну, то есть сделать хорошо вот эту вот дугу. В принципе, можно сделать и леску вставить, допустим. Вот я трубочки кручу на полторашку. Вот у меня двоечка и полторашка. Это теми спицами, которыми я пользуюсь. Полоса у меня 8,4. Вот, в принципе, я скажу так, полоса и спицы меня устраивают. Но вот будем так говорить, если просто использовать, сейчас покажу. Тут не на пальцах, да? Если вот просто использовать трубочку, вот она полторашка у меня накручена, то как бы будут чуть-чуть такие вот, ну, заломы. А если вставлять проволоку, ой, не проволоку, боже, леску покажу. Вот у меня леска, но она получается такая же, по-моему, нет, чуть-чуть меньше. Леска чуть-чуть меньше, чем проволока. В общем, когда вставляешь леску в трубочку, то она, конечно, дуга намного, ну, вот она, лучше. Можно и так сделать, не проблема. Так, Ирина, добрый день, добрый. Елена, Наталка, привет, приветики, кто подсоединяется. Я же говорю, давно не виделись и не слышались, и не списывались. Я тут еще чуть-чуть бухыкаю, поэтому простите. Ну, если нужно МК на такие салфетки, без вопросов я, конечно, сделаю. Ну, хотя сложного там ничего такого нет, чтобы прям на них так акцентировать внимание. Ну, это уже по желанию. Нужно, я сделаю. Если, конечно, нужно. Так, кто тут у нас присоединяется? Привет. Мерхаба, по-моему, Турция, если не ошибаюсь, язык такой. А пока покрутим трубочки на нашей баночке. Сколько нужно будет трубочек? Приблизительно. Даже не могу сказать. Наверное, трубочек 150. Это 3. Это у нас 450 плюс вот эта вот корзинка. Я даже не знаю, сколько трубочек, наверное, 250. Ну, наверное, где-то так. Так, очень просим и ждем МК. Ну, сделаю. Если интересно, то, конечно, сделаю. Так, язык не понимаю, поэтому не смогу ответить. А, кстати, по поводу цвета, какой буду красить, я хочу вообще попробовать коричневый. Вот такой. Но нанести на него скажи мне, боже, обшарпе, как я говорю. Вот. Я думаю, будет довольно-таки неплохо. Ну, как бы, я себе так задумала, вот такой вот цвет. Ну, обшарпе такое легенькое. Не слишком его засветлять, я бы так сказала. Вот так. Ой. Как у кого погодка. У нас так, слушайте, похолодало жестко. Конечно, холодно. Очень и очень как-то стало.
Слушайте, искала, в общем, петли себе на этот, на, на этот пуф, который я буду делать. Ну, он как бы короб. И нашла. Я первый раз... Сейчас, боже, а где они? Я уже где-то их подевала. Нет, как всегда, бардак моих этих. Ой, где-то я уже свои петельки я уже свои где-то делала. Петельки маленькие совсем. А, вот нашла. Смотрите, какие они манюсенькие. Вот такие петельки. То есть на крышке будут. Открываться, закрываться будет. А шурупы вообще просто махонькие. Ну, я так себе и искала такие вот маленькие, потому что крышка будет из ДВП, но она будет полностью по кругу вся оплетаться. Вот, блин, где-то еще. Видите, какие они маленькие. Я первый раз вообще вижу такие шурупы маленькие. Кошмар. Кошмар. Так. Так. Да. А тигренка к Новому году сплетем. Ой, блин, девочки, слушайте, сейчас, кстати, на Ютубе уже полно вот этих вот тигрят, вот, честно. Как-то не хочется просто повторяться с этими тигрятами. Я уже вижу, девочки уже выставляют тигрят. Уже наделали и всякие разные. Как-то я не очень хочется мне повторять вообще. Так, у нас в Осетии дожди и туманы. Ой, я так не люблю дожди. Для меня дожди это катастрофа. Я люблю, когда жарко, когда хорошо. Лучше, блин, будет пусть жарко, лучше пусть мне кости ломит от жары. Но главное, чтобы не холодно, не дождь. Ой, я это так не люблю. Жуть как не люблю. Так. Привет из Питера. У нас тепло, солнце, огурцы еще все. Боже, какая красота. Какая красота. Огурчики, это круто. Это круто. Так, у нас в Красноярске сильно похолодало. Снег с дождем. Ой, Аллочка, я видела фотографии. Да, конечно, вас так начало заметать по-жесткому. Не, у нас еще как бы нет такого прям холодной погоды, чтобы там снег, дождь. Но, во всяком случае, как-то, ну, прохладновато. Я такой теплокровный, я бы так сказала, люблю, когда тепло. Я даже летом сплю под теплым одеялом. Бывает, еще и носки одену, потому что мерзну. Вот как-то вот так. Ой, слушайте, я хотела еще такой вопрос поднять по поводу обработки трубочек. Такая тема, она больная у многих мастеров. Ну, мастеров, наверное, нет, потому что мастер уже как-то он понимает, да, что это такое и с чем его едят. А проблема у новичков. Некоторые даже, вот мне просто писали, но это в Инстаграм уже в личные сообщения, что такое обработка, а что такое увлажнение. Вот некоторые думают, что это одно и то же. Ну что мне задала как-то девочка одна вопрос. А как вы увлажняете трубочки? Я и объясняю, что так-то, так-то. То есть я как-то показывала, на канале тоже есть. Я их в банку. То есть и вот так вот я их увлажняю. Она говорит, нет, не это. А как вы там разводите лак, вода? Я говорю, ну это как бы, ну, не увлажнение, это уже обработка. Потому что, по сути, мы же, опять же таки, смотря как кто понимает и кто как обрабатывает эти трубочки. Потому что, допустим,
Есть такие, что покрасили, не дождались там высыхания, да, и они уже сразу там наносят лак на поверхность, там, такое вот. У меня же процесс немножко другой. Ну, я знаю, тоже многие так делают. Полностью высыхает трубочка, и только потом я ее обрабатываю, то есть покрываю составом лак плюс вода. В общем, конечно, я тут чуть-чуть так меня как-то вот задело это. Конечно, у каждого мастера свой принцип, и вы никогда не попадете, хотя, может, и попадете на то, как делает мастер. Допустим, вот у меня, в принципе, обработка одна и та же, там 50 на 50. Но многое зависит еще от лака, какой он. Если он слишком густой, понятно, что я его буду чуть-чуть разводить водой. Ну, тоже вот, допустим, морилку, самоваренную кору дуба, я туда лак не добавляю. Я их полностью высушиваю и потом развожу лак с водой, но в пропорции 1 не к 1, а к 0,5, я бы так сказала. Почему? Потому что я, допустим, заметила, ну, может, у кого-то, конечно, не так. Я еще раз говорю, что это не обязательно делать так, как я. Просто у меня такой опыт. Я заметила, что у меня трубочки, вот, я бы сказала, недостаточно того лака в составе, которым я обрабатываю. То есть вот если я беру 50 на 50, то есть там, допустим, ложка лака, ложка воды. А я беру по-другому. Я беру ложку лака и пол ложки воды. И тогда они у меня прекрасные. То есть хорошо увлажняются и плюс хорошая пленочка сверху на них. Вот. То есть тут надо смотреть уже на то, какой лак, чем покрашено. А допустим, вот я обрабатываю трубочки вот с эмалью. Я, когда их крашу, я сюда уже добавляю лак. И тогда у меня получается, мало того, что эмаль сама по себе, она такая вот, создает такую на самих трубочках такую, как небольшую толщину, да, за счет того, что эмаль, она же сама по себе, она такая плотная, плюс лак. И вот это получается сверху, ну, достаточно такая вот плотная часть, что ее обработать, ну, как по мне, вот по своему опыту, ну, достаточно, даже не проблематично, а дольше лак с водой просачивается в трубочку за счет того, что вот это вот эмаль и лак, который был в составе, он чуть-чуть как бы создает такую, как корку, давайте назовем, да. Поэтому, конечно, тут с этим вопросом, эти трубочки у меня, конечно, в обработке, если есть эмаль, там чуть-чуть другой процесс. То есть тут нужно подбирать индивидуально и каждый под себя. Если, допустим, вот у вас получилось вот так, делайте так, не коверкайте, не переделывайте. Вот получилось, все. Потому что я тоже знаю, что писала мне девочка, ой, я сделала вот так, мне понравилось, а потом я посмотрела, как другая девочка делает, я сделала так, а у меня не получилось. А зачем менять то, что у вас изначально получилось? Получилось, придерживайтесь, и все будет хорошо. Вот как-то вот так. Сама обработка, это такой вот вопрос, он довольно щепетильный. Тоже по поводу обработки у меня спрашивают, ну, как бы, что такое обработка? То есть для чего она вообще нужна и чего мы хотим добиться этой обработкой? Сама трубочка, вот она у меня, мы ее красим, да, как правильно? То есть крутим, потом красим, она у нас сохнет, ну, у кого-то, может, не сохнет. Я говорю по своему опыту. Я ее полностью высушиваю, и потом я ее обрабатываю. То есть снаружи наношу лак. И, естественно, мне нужно, чтобы она размокла внутри, чтобы была мягкая. Так, сейчас я отвечу, минуточку. Вот, сейчас мысли собьюсь.
Все лучшее враг хорошего. Так вот, чего мы хотим добиться при обработке? Значит, пока я не дошла мыслью, что я хочу добиться, я, в общем, не добивалась того результата в трубочках, который есть у меня сейчас. Значит, чтобы понять, вот что мы хотим добиться, когда мы берем лак плюс вода. Лак создает на поверхности трубочки пленку. То есть сама пленка, она обволакивает нашу трубочку и удерживает верхний слой, чтобы он не махрился, чтобы он не, скрутка наша не раскручивалась. А водичка, она когда проникает вовнутрь, то есть она все вот эти слои, которые есть в трубочке, она их обмакивает, то есть увлажняет. Вот. То есть вода проникает, делая трубочку мягкой и влажной, а сама пленка, она покрывает трубочку и удерживает, чтобы трубочка была пластичная и не рвалась, то есть не было вот этого. То есть вот что значит лак плюс вода. Допустим, вы трубочки там покрасили, да, и хотите на них нанести лак. Я такой вариант пробовала, значит, но я лак сразу не наносила, а выжидала, чтобы хоть немножечко верхний слой трубочки подсох. Для чего? Для того, чтобы, когда вы будете наносить лак, кстати, лак у меня был на тот момент жидкий, и я его водой не разводила. Почему? Потому что сама трубочка была уже влажная. То есть, если я добавлю еще туда воды, то представьте, что будет с самой трубочкой. Она у меня просто будет, ну, никакой верхний слой лака не удержит саму трубочку. Поэтому я взяла как? Влажную трубочку, не сухую, не совсем мокрую, но влажную трубочку. Допустим, там покрасила и прошло, ну, пускай полчаса, да, чтобы там верхний слой хоть чуть-чуть он так подсох. И я взяла обычный лак, но он у меня был жидкий, и прошлась по трубочкам сверху. Что в таком случае может быть, я заметила, и это у меня было. Если я, простите за жаргон, провтыкала момент, то у меня трубочки, в общем, они послипались. И причем очень быстро, за счет того, что лак не разведен, то есть он концентрированный. И мне пришлось, в общем, их это все дело разлипать. Верхний слой у меня отодрался. В общем, психанула я. На следующий раз я попробовала по-другому. Я за ними долго смотрела. Ну, как долго смотрела? В плане того, чтобы они не слиплись, не там, не... Ну, конечно, меня это... Я от этого способа отказалась. Почему? Потому что, в общем, я ленивая в этом плане. И как-то вот это вот постоянно теребить, ходить, вот это вот, ну, для меня это, ну, я люблю быстро, хоп-хоп-хоп, раз сделала, быстро все, сажусь плести. Ну, как-то вот так. И поэтому я, допустим, остановилась на способе 1:1, 50 воды, допустим, 50 лака, да, либо 50 лака и 25 воды, это тогда, когда у меня в составе нет лака. Ну, как бы вот такому вот пониманию я пришла, для чего нам нужна обработка и чего я хочу добиться. Вот, как-то вот так вот хотела объяснить свою точку зрения по поводу вообще обработки. То есть и для чего нужна вода, и для чего нужен лак. Я думаю, вроде объяснила. Наговорила, конечно, кучу всего, надеюсь, понятно. Так, добрый вечер, Наташ. Скажите, пожалуйста, пропорции для покраски в белый цвет. О, белый цвет это вообще такая штука противная. Я так не люблю его, вот честно, очень не люблю. Вообще, значит, на 600 грамм горячей воды, не кипятка. Холодную воду в покраске я не использую, только горячую. В принципе, в любые цвета, то, что я там, будем так говорить, шаманю, да. Значит, на 600 грамм воды, сейчас скажу, почему 600. На 600 грамм воды я беру где-то пластмассовых ложек. Ну, вот эти обычные, простые, одноразовые пластмассовые ложки. Вот такие. Сразу покажу пример, чтобы не было потом вопросов, какая ложка. Мои рабочие ложечки. Вот. Значит,
Таких ложек я беру где-то 5, могу и 6. Как бы, ну, смотрите, больше 6 я никогда не ложила, или не клала, правильно, да? Почему? Вот мне не нравилось то, что при большом количестве вот этой вот эмали трубочки могут слипнуться. Но, честно, не пробовала добавлять бальзам или как... Да, бальзам, по-моему, для волос. Можно попробовать добавить. Я, конечно, так не экспериментировала. Можно рискнуть добавить, но это белый цвет. А это такой капризный он, зараза, поэтому с ним надо тут аккуратно. Поэтому я беру на 600 грамм горячей воды 5 ложек таких вот хороших с горкой, будем так говорить, эмали для радиаторов. И кладу туда, ну, где-то ложки 3, не больше, лака. Почему не больше? Потому что, ну, эмаль сама по себе, она создаст такую вот, да, как корку. Пленка, корка, ну, грубо говоря. Плюс еще лак, и, естественно, сама трубочка, она такая делается. Ух! Вот, и потом увлажнить ее. Я, конечно, все сушу до вообще полного высыхания. Поэтому мне потом увлажнить немножко сложновато за счет того, что большое количество самой эмали плюс лак там. То есть 600 грамм воды, повторюсь, 5 ложек 5 ложек эмали для радиаторов и 3 ложки лака. Естественно, это все колопутию. И почему 600 грамм? Потому что мне этого количества красящего состава хватает на 2 раза купания трубочек. Я трубочки купаю. То есть не кисточкой, а именно купанием. Я раз их покупала. Оставила, допустим, ведерко. Вот просто взяла ведро. Вот. Любое, да, там вот покрасила, поставила вот так вот в ведро, и все. И они у меня стекли там, сколько нужно там. Вот. Тут же взяла, ну, то есть я партиями крашу, да. Тут же взяла, снова туда окунула, и все. Для того, чтобы... сколько трубочек мне хватает покрасить, ну, где-то трубочек 600 мне хватает покрасить 2 раза. То есть двойным купанием. Вот так. Ну, как бы, еще бы я, конечно, рекомендовала. Я еще не пробовала, не могу найти. Может, плохо ищу. При обработке трубочек, по-моему, есть белая пропитка, она называется. Вот честно, точно не могу сказать. По-моему, белая пропитка. Вот при обработке трубочек можно еще взять вот эту белую пропитку для уверенности, что как бы, ну, белый цвет будет сохраниться. Но я скажу так, в любом случае, рано или поздно, как бы изделие пожелтеет. Так, ну, в общем, я думаю, что тут я ответила. Так, значит, трубочки для банки готовить полосы 8 сантиметров. Вы готовьте такие, какие вам удобно. Да, ну, я скажу так, для вот таких вот маленьких, ну, это небольшое изделие. Лучше, конечно, когда трубочки тоненькие, то есть, ну, небольшие, потому что вот, допустим, вот у меня 2 накручена, и вот у меня, ну, я не знаю, видно, не, ну, видно все-таки, 1,5. Ну, то есть они чуть-чуть тоньше, они более такие, ну, лучше, конечно. И они более так вот нежнее будут смотреться. Чем толще трубочка, конечно, толстые трубочки лучше на большие изделия. А на такую... Можете взять 8 сантиметров, но спицу просто взять потоньше, как можно тоньше, и тогда сами трубочки будут такие плотненькие, и хорошо будет укладываться витки все и все остальное. Так, спасибо большое. Так, кисточка крашена на 3-4 слоя. Очень муторно. Я раньше красила кисточкой. В дюфе. Вот, белая пропитка есть в дюфе. Вот я себе хочу купить для белого цвета, именно чисто для белого цвета. У меня, конечно,
Бывают такие вот и заказы в белом цвете. Но я так их не люблю, вот честно, потому что белый цвет, он сам по себе очень капризный. Я вот даже как-то вот, если использую эмаль, да, я стараюсь туда добавить хоть чуть-чуть, пару капель бежевого цвета. И тогда уже не так сильно этот белый цвет, он прям так аж кидается в глаза. Поэтому я чуть-чуть всегда вот чем-нибудь оттеняю. То есть, или либо буквально там, ну, я не знаю, ну, совсем капелюшечку черного колера. Ну, чтобы ну, просто не было вот такого прям насыщенного белого цвета. Я его не люблю. Ну, как-то вот так. Так. А по поводу, кстати, окрашивания кисточкой, ну вот это действительно, это так долго. Я раньше красила кисточкой и тоже вот это вот заморачивалась постоянно. Но мне так было это неудобно. Да, это экономнее и намного экономнее, чем купание, потому что, в принципе, кисточка, вы верхний слой, да, верхние слои бумаги самой трубочки вы прокрашиваете, а внутри то есть купанием внутри, если кисточка, то что она же не прокрашивается в серединке. Вот, поэтому и в целях времени быстрее, быстрее, быстрее это все сделать. Я же говорю, я нетерпеливый человек. Вот, я это все делаю, купаю. Вот. Поэтому как-то, ну, вот так вот у меня. Так. Так, после обработки лак, вода, трубочки высушиваете, а потом увлажняете или не высушиваете? Нет, я не высушиваю трубочки, я вот их увлажнила, ну, то есть обработала, да, там сверху нанесла состав, лак плюс вода, и жду, когда у меня верхний слой перестанет липнуть. Ну, опять же таки, я ориентируюсь по температуре. Тоже не забывайте, у каждого своя температура, как в помещении, так и на улице. Чем суше, ну, жарче, суше, да, там температура, тем быстрее трубочка сохнет. И тут нужно ну, не проглядать момент, когда их завернуть в пакет. Вот. Я их то есть я на них нанесла состав и поставила сначала их, допустим, там, вот сейчас как делаю, вот обработала, да, и вот так вот их кучкой положила. Сверху на ведро, прям вот так. Вот, обработала, допустим, да, пример. И вот так вот их кучка положила. Все. Беру вторую партию, снова обработала, положила на следующее ведро, эту взяла, потрясла и поставила вот так вот. То есть, и я жду, пока у меня вот в этот верхний слой, ну, у нас, во всяком случае, сейчас в доме жарко, поэтому трубочка внутри может очень быстро высохнуть. Поэтому я тут, конечно, контролирую. Если я вижу, что у меня верхний слой, он уже, ну, не липнет, да, прям так сильно, поэтому я их так беру, трясу и в пакет могу покласть. Главное просто, чтобы они не были слишком влажные, ну, лак на них сверху, потому что могут слипнуться. То есть надо контролировать. Вот. Здравствуйте, дорогие плетельщицы и плетельщики. Большой привет из Твери. Привет, 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 привет. Не-не-не, лак плюс вода обрабатываете кистью или купанием? Нет, тут я кистью. Купанием не делаю за счет того, что я, конечно, в лаке экономлю. Ну, как экономлю? Я имею в виду, что не вижу смысла, чтобы внутри, чтобы вовнутрь, допустим, да, заливался лак с водой. Ну, как бы я в этом... Я не вижу смысла. Есть, конечно, знаю, мастера именно купают при обработке. Я так не делаю. Я себе кисточкой хлоп-хлоп-хлоп прошлась с одной стороны, с другой стороны. Там, где скрутка, я не увлажняю, потому что мы все равно срезаем. Ну, вот как-то вот так. Я ответила, Алусечка, я ответила. Там выше был вопрос по поводу покраски. Так, вроде бы с вопросами отстрелялась. Кашель еще не прошел, к сожалению. Ну ничего. Зараза через
Если и зараза, то зараза по интернету не передается. Так что можете не переживать. Поэтому идеальную обработку каждый плетельщик выбирает для себя сам. Вот. И способы у каждого мастера разные. Просто нужно понять сам смысл, что делает лак, что делает вода, ну и так далее, и так далее. Ну тогда будет легче, потому что многие мастера сразу, я точно так же вот терялась, блин, а как же ж вот то, как вот это. И у каждого лаки разные, и пленка на трубочках у каждого образовывается, у кого-то быстрее, у кого-то это медленнее. Поэтому, все зависит от лака, я бы так сказала. Пропитками я не пользуюсь. По поводу пропиток, как-то я не... И по поводу, кстати, обработки трубочек самих. Я не беру дорогие лаки на обработку трубочек. Честно, я не вижу в этом смысла. Почему? Обработка трубочек – это для того, чтобы мастер, который плетет, во-первых, ему было комфортно плести, потому что дубовыми трубочки плести просто нереально. Во-вторых, качество изделия будет совершенно никакущее. Вот. И для того, чтобы добиться эластичности, и виточек к виточку укладывался, и все было красиво, мы для этого и обрабатываем трубочку. Они тогда мягенькие, красивые, трубочки, лак, поверхность трубочки удерживает, и все у нас красивые всегда получается изделия. Ой. Всех приветствую из Ленинградской области. Добрый вечер. Поэтому я беру недорогие лаки для самой обработки. А вот уже покрытие, то есть финиш, там да. То есть там уже дороже лаки, там уже с хорошими там свойствами, водоотталкивающие, либо там от УФ лучей есть такое. Вот у меня я сейчас пользуюсь с воском, это еще дополнительная защита. И плюс вот мне чем нравится с воском, что они такие как шелковистые. То есть вот когда я покрываю изделия вот лаком с воском, они прям такие вот, вот как шелковистые, вот знаете, вот как масло намазанное. Действительно очень хорошее. Мне нравится вообще шикарное тогда изделие. И они так, в общем, попробуйте. Вот. Так, привет из Белгорода. Приветик, приветик. Вот как-то вот, я думаю, то, что я хотела, в общем, в принципе, по поводу обработки на этом эфире поговорить. Может, кто-то там делает по-своему. Кстати, клей плюс вода. Я таким образом трубочки тоже не обрабатываю, потому что, есть вероятность, что изделие после этого дела может пожелтеть. Но, опять же таки, еще раз повторюсь, это дело каждого. Знаю, есть девочки, обрабатывают клей плюс вода. По поводу этого я даже ничего сказать не могу, потому что не знаю, как с ними работать, в общем, этим делом. А что же так? А что же нельзя с воском? Наташа, для обработки трубочек можно с воском? Или только для финишного покрытия? Конечно, можно. Никто ж не запрещал, никто ж не отменял, что это, прям нельзя. Просто я скажу так, почему именно я на финиш беру. Во-первых, лак очень дорогой. Там, по-моему, сейчас я вам скажу, сколько. Сколько? Литр. Вот у меня вот такая аура.
Вот она. То есть в составе есть воск. И просто этот лак, цена его, Украина, да, 165 гривен. То есть представьте, если я буду использовать его для обработки. Ну, это реально изделие, если, допустим, на продажу, да, то оно будет стоить сумасшедшие деньги, потому что это тоже нужно учитывать. Поэтому я как бы, честно, меня жаба задавит, простите за такой жаргон, так, использовать для обработки. Не, ну, конечно, если деньги, денег хватает, то не вопрос. Можете и такое использовать для обработки. Но вопросов нет, конечно, если попробовать ими обрабатывать таким лаком, то они будут в руках у вас, они будут как прям, как шелковистые, вот так вот, я бы сказала. Но я в этом плане, не вижу смысла вот такую вот дорогущую штуку брать для обработки. Ну, вот как-то так. А там, конечно, решайте уже сами. Еще раз говорю, что делаю я так. Вы там, чтобы потом просто не говорили, что а Наташка там сказала, что так нельзя. Нет, делайте. Можно, почему обработать? Ну, это, конечно, дорогое удовольствие. А потом будет, если вы, конечно, на продажу клиенту, это вообще будет. Так. На короткую... Вы на короткую спицу крутите? Да. Это коротенькая, обычная чулочная спица. То есть она, сколько она? Сантиметров, наверное, 20. Да, 20 сантиметров. Я себе еще сюда вот на кончик для удобства вытаскивания этого термоклея или как горячий клей ляпнула такую вот как плюху. И вот удобно вытаскивать. Все. Так, а для обработки какой используете? Я, так как я из Украины, сейчас покажу, конечно, если у меня получится. Вот такой вот я использую. Вот. Ой, наверное, не видно. Вот так. Там главное, чтобы у меня не вылилось, совсем чуть-чуть осталось. Мне он нравится. То есть по цене, вот у нас девочки в группе в Вайбере, говорили, что сейчас такое 5-литровое ведро 390 гривен. Вот. Поэтому, например, я считаю, что для обработки именно вполне достаточно. Задача увлажнить трубочку, это вода. Лак – это создать пленку и, естественно, то есть сделать пластичными трубочку. Плюс пластичность еще от чего зависит? От того, какая сама трубочка. Чем тоньше спица, толще, шире полоса, тем трубочка плотнее. И, естественно, она такая, как прутик прям. Просто я же говорю, что просто нужно сесть и задуматься о том, что мы делаем. То есть, какими трубочками работаем, для чего все вот эти вот нам прибавахи нужны. То есть, лак, вода, всякие там пропитки и т.д. и т.п. Так, купила Зервуд с воском, жидкий, 1 литр. 260 рублей. Честно, мне вот в рублях тяжело как-то переключиться. Кстати, как я еще понимаю, сколько мне нужно, допустим, разбавлять лак, да, водой? Я отталкиваюсь от того, что если я смотрю, если вообще лак густой сам по себе, то я могу его разбавить 1 к 2. То есть ложка лака, 2 ложки воды. Если вижу, что лак жидкий, жидкий понятие, конечно, растяжимое, не такой, как прям вода. Да, такой вот он, как бы вам так показать. Вот я сейчас попробую вот на ведре, если, конечно, будет видно. Вот он, видите, как сливки, я так сказала. Видно, я не знаю. Картинка тормозит, зараза, ничего.
Вот, в общем, такой лак я развожу 1 к 1. Но, ой, сейчас, минутку. Я для себя определяю, как, то есть, насколько мне нужно разводить. Как мне нужно разводить. Вот я обработала трубочки, да. И смотрю на то, как быстро у меня образовывается и какая пленка образовывается на трубочке. Почему я говорила, допустим, да, я чуть раньше говорила, что трубочки, которые я увлажняю, я уже заговорилась. В общем, трубочки, которые у меня покрашены самоваренной морилкой, я обрабатываю ложка лака и пол-ложки воды. Почему? Потому что вот я заметила, что если я обрабатываю ложка лака, ложка воды, получается, что вот этого состава, то есть лака, который есть в этом составе, мало на трубочке. То есть пленка не такая плотная. То есть она тонкая слишком. Но она видно прям, да, что вроде и есть эта пленка, и в то же время ее нет. То есть она какая-то вот такая вот, в общем, тоненькая, но прям видно. Ну, как бы я экспериментировала, присматривалась. А вот когда я беру чуть-чуть меньше воды, ведь все-таки еще лак жидкий, не забывайте. Вот тогда и пленка хорошая, то есть лака побольше уже идет, водички уже поменьше идет. Но и все равно я учитываю, что лак жидкий. Вот тогда и сама пленочка такая вот, она хорошая сверху. А когда в составе есть лак, в любом красящем, я развожу 1 к 1. Естественно, если вот такой вот, я бы сказала, жидковатый, да, лак. То есть тут нужно самому вам, нет идеальных пропорций в обработке трубочек. Это вам уже самому надо как-то вот. И, кстати, я вам скажу так. Я как-то пробовала другие лаки обрабатывать. Вот я привыкла 1 к 1, обрабатываю. А у меня было такое, ну никак эта жидкость не впитывается в трубочку, а вот как-то она сверху остается. Я думаю, когда же вот это вот впитается, и вот эта вот пленочка начнет образовываться. Жду. Нет. Вот хожу и смотрю на эти трубочки. А потом она как-то в один момент хлоп пропиталась, и трубочки слиплись. Блин, думаю, вот это вот засада. Ну, то есть, вот видите, вот каждый лак, я заметила, что каждый лак, он как-то вот по-своему играет. Поэтому тут, конечно, конкретно какие-то советы. Ну, я ориентируюсь на то, как я уже экспериментировала, делюсь то, что я уже прошла с психами, слезами, швырянием трубочек. Я говорила, что я бездарь, и вообще ничего я не умею, у меня не получается. И как это у всех мастеров руки с того места, я вообще... В общем, вот такое вот у меня было. Вот как-то вот так. Ой. Так, думаю, вроде бы как бы такие вот основные моменты я сказала, потому что я же говорю, что очень часто мне вот пишут за эту обработку, и я понимаю, что, блин, как это... В общем, могу сказать так, пробуйте, экспериментируйте и наблюдайте. И наблюдайте за трубочками, тогда вы поймете, как и что к чему. Ну, я думаю, вроде бы доходчиво объяснила. Конечно, стараюсь это все вам как-то по максимуму изложить. Я думаю, получилось. Так, вроде на все вопросы ответила. Не знаю, я как-то... вроде бы на все. Так, ну хорошо. На этом эфире мы плетем баночки. Ну, имею в виду на следующем. Что будем плести еще в прямом эфире?
У меня, конечно, задумок много. Интересно еще у вас спросить, что мы будем плести. А то я как понапридумываю. Мальчики, девочки, я все понятно объяснила по поводу обработки или чего-то не это. И на все ли я ответы дала. Так. А ну, знаю, есть тут с Украины. Девочки, мальчики, а ну-ка подскажите. Дюфа пропитка. Кто встречал белую? Вот я хочу белую себе прикупить. Кто встречал? Какая цена на него? Хотя для белых трубочек я крайне редко совсем белый цвет использую, но... Вот как-то вот так. И тишина. Столько народу сидит, и все молчат. А вы, наверное, перевариваете информацию, сказанную мной. Ой. Так, еще не все, кстати, наши постоянные, будем так говорить, девочки, которые с нами. Не всех, нет? На шуруповерт. Ой, а мне шуруповерт вообще не зашел. У меня, я не знаю, как-то... Я не умею на нем крутить. Как вы на нем крутите, на эти шуруповерты? Знаю, многие крутят на шуруповерт. Я не могу, не знаю. Я уже чего не пробовала. У меня как-то не это... Трубочка не цепляет. Ну, лист не цепляется. А, белый лак. О, точно, можно ж не пропитку, можно. О, видите, как хорошо на голову. Что-то я за эту пропитку, чем я не помню. Вообще не помню, что я за нее вцепилась. Мне кто-то говорил по поводу этой пропитки. Я что-то себе совсем забыла, что есть же еще лак белый. Точно. Точно, можно же еще и это... Палец. Ну, конечно, бывает. Чего же не бывает. Но мне нравится сдирать потом этот лак с пальца. Балдю с этого. Вот надо себе лак купить, точно. Вот именно для белых изделий. Чтобы еще наверняка так вот, ну прям, вот прям, чтобы я знала, что белый цвет продержится прям на ура. Ну вот, вот, мне больше пропитка нравится, чем лаки. Вот ничего не могу сказать по поводу пропиток. Честно, не пользовалась. Не знаю. Я как-то вот остановилась на лаках и все. Вот как-то так. Добрый вечер, только присоединилась. Здравствуйте, здравствуйте, Феточка. Надо сильно захотеть. Так я сильно хочу, аж ногами топаю, когда кручу. И не только ногами топаю, еще и, блин, могу заругаться так жестко. У меня не получается. Примерно 170. Белая дюфа. А по количеству сколько там? Там 0,7, наверное, или 0,9? Мне тоже не зашел шуруповерт. Ага, вот Алочка точно такая же, как я. Вот как-то я не знаю. Я на столе хоба скрутила и все. Я даже на вес... 0,70. Ничего себе. 170 гривен? И 0,75? Капец, как дорого. Ну, это дорого. Это реально, это дорого.
не совсем как бы хорошо. Ну, можно попробовать лак купить. Лак, наверное, дешевле будет. Хотя дюфа вообще, она сама по себе, зараза, дорогая. Но, ну, хотя, если, допустим, ну, будем считать продажа, да, если на продажу изделия мы делаем белого цвета, то ради такого дела можно купить такую баночку, и пусть она стоит. Ну, вот так. Но, но, конечно, цена кусается. Так. Добрый вечер. Всем привет из Душанбе. Добрый, добрый. Ну, в общем, хотя я так и же говорю, что так не люблю этот белый цвет. Такой он сразу капризный, вот честное слово. И вроде красишь, и вроде смотришь, вроде трубочка покрасилась. Но как-то все равно не тот, ну вот не того я хочу добиться. Ну, ничего. Так, мы уже так сами... Так время пробежало, вроде час прошел, а как-то он так фить по-быстрому и куда-то это... Куда-то так хоп. О, я знаю, что мы будем плести после баночек. Так, сейчас кручу. Так. Кручу на движок от швейной машинки на столе. Спица 0,8. Так, трубка, полоса 8,5, длина 30. Пока учусь на газетах. Кручу пока до 200 штук в час. Сцепление с бумагой — это вопрос. Так, шероховатости спицы. Ну да, в принципе, согласна. 0,8 спица. Вот честно, я так не извращалась. Извините за такое это. Смотря какая дюфа, у нас цены от 370 до 550 за 0,7. Это в чем? Это в рублях? Или это наши гривники? Я просто мне, ну, сложно переключиться вот на, ну, переводить вот это вот. Нас же тут же разные страны сидят, и тяжело вот это вот включиться в цены. Поэтому... А вот по поводу спицы 0,8, вот действительно, я вот так не извращалась. Мне единичка не зашла, вот честно. У меня вот руки вот так выкручиваются. Извините, матюком стоят вот так вот. Как-то не могу я вот это вот. Я решила так. Не буду выражаться. Сказать, что я буду мучить себя. Ну вот, ну не зашла мне она. Ну вот, ну никак я не могу. А не могу. Нет, она у меня крутится. Но у меня вот тут вот такая вот толстая утолщение идет. А почему утолщение у меня идет? Потому что я начинаю крутить плотно с этой стороны. Ну, то есть я вот прям плотненько-плотненько. А дальше у меня, ну, не хватает вот этой вот плотности, чтобы зацепить хорошо вот здесь вот. И получается, что у меня вот здесь вот толстая часть, а здесь тонкая. И как-то вот, ну, в общем, короче, я вот это вот плюнула и сказала, полторашечка меня вполне устраивает. Единственное, можно опять же таки ту же полторашку, но полосу взять, допустим, не 8,5. Возьмите там десятку. И трубочки будут, ну, нормальные. Но вот единичка не мое. Ну вот честно, не мое. Я, конечно, преклоняюсь перед тем, кто умеет крутить на единичку. Есть, знаю, на 8, на 0,8 крутят. И еще тоньше есть. О, не. Не-не-не-не-не. Не. Я себе все пальцы переломаю. Так. В рублях. Угу, в рублях.
В рублях. Так, теперь надо посчитать. Положи, Артем. Теперь надо посчитать. Да вот наращивать трудно. Вот тоже Ирина пишет, что мне единичка тоже не сошла. Наращивать капец как трудно. Трудно из-за того, что вот это вот там, где скрутку, да, мы, ну, смотрите, у нас идет скрутка, мы ее срезаем. То есть у нас вот эта часть должна хорошо зайти вот в эту, ну, в широкую часть. А получается, что здесь шире, и у нас не получается нормально вот войти, пихнуть, войти. Вот. И вот из-за этого вот как-то не получается. Руками 0,8 не получается. На движке освоила легко. Да, конечно, крутит же, по сути, движок. Он только бумажечку хоп подставил, движок хоп нажал, и она так раз-раз-раз крутилась. А у меня, я на столе кручу. Не, вот как-то. Уже он 4 года получается, а я все никак. В общем, я сказала так, не буду я мучить себя и свои руки, и вообще нервы. Нервы у нас дорогие, поэтому не это. Так, отвлеклась от темы, что мы будем плести после этого. Скажите мне, я скажу. Баночек, после баночек. Вот, санки будем плести. У меня просто там заказ нарисовался. Хотят санки. Я просто сейчас посмотрела на телефоне, мне там сообщение висит. Вот. И у меня там клиентка хочет санки. Я их, конечно, еще не видела. Где-то там она нашла в интернете. Я, в общем, потом посмотрю. И я думала, что мы поплетем в прямом эфире санки. Как вы на такое смотрите? Кувшин сплести? Да, не вопрос. Можем им кувшин сплести. О, Анечка с нами. Здравствуйте, здравствуйте, Германия. Так, спасибо большое за ваш МК. Сплела до своего кота-домика. Ой, да не за что. Не за что. Главное, чтобы все было в пользу. Все было понятно и удобно. Вот. Так, ну вот кувшин, говорят, сплести. Что мы еще? Я как бы могу... Ну, моя идея была за санки. Приветик, приветик. Виктория к нам присоединяется. Да? Да, Виктория. Я за санки. О, второй человек за санки. Ну, я первый. Баночки, понятно. Я говорила на том эфире, что мы будем их оплетать. А вот дальше, ну, как бы у меня-то идейки есть, но хочется... Хочется такое, знаете, чтобы и вам было что-то такое, нужность такая. Что я как намудрю. Так, кувшин 2 на 2. Ну, у нас еще время есть. Еще на следующем эфире, думаю, окончательно решим, что мы будем плести. Так, санки. 2-4 против 2. Так, 4 против 2. 5 против 2. Так, 5 против 2. Значит, санки и кувшин. У нас скоро ставки будут. Так, всем приветик, что плетем? Я случайно заскочила и вуаля. Тут планы. Пока ничего не плетем, пока мы тут куча всякого наобсуждали и обработку и тому подобное, пока мы просто крутим трубочек для будущих наших вот таких вот баночек, которые мы будем оплетать на следующем эфире. А обсуждаем мы, что будем плести после баночек. Ну, вот тут у нас голоса разделились. 5, по-моему, да? 5 против 2. То есть 5 за санки, 2 кувшин. Так. Привет, санки. Круто. А сумки когда будем? Все себе хочу, но боюсь.
Эх, сумки. Сумки. Я за любой кипиш. Ой, Аллочка, я даже не сомневалась. Я даже не сомневалась в этом. За любой кипиш, кроме голодовки, да? По поводу сумки. Вот честно, как-то вот не эти сумки, еще я на них... Я уже столько всего наплела, но вот как-то эти сумки, ну вот совсем. Ну как-то вот... Ну что-то я еще на них вот не созрела, знаете. Вот мне надо созреть на сумку. То есть сумка это такая вещь, что вот нужно от и до самого конца. А вот в прямом эфире эту сумку плести, это будет очень долго, правда, потому что там нужно все вот эти вот детальки, там и кожа, там и то, ну, поэтому уж когда вот у меня такое вот, как говорится, проклюнется, я, может, лучше на сумку какой-нибудь мастер-класс сделаю. Но в прямом эфире плести это будет очень долго. Поэтому уж простите, но на прямой эфир нас долго не хватит так с сумкой. Так, кувшин 3, санки 6, да? Пересчитайте кто-нибудь. Так, ну что, тут у меня осталось буквально на пару трубочек, да и мы это... Санки, да? Санки в тему. В тему. Ага, сейчас в тему, скоро зима. Ну вот, и я тоже. А я их, слушайте, я их, знаете, когда последний раз плела вообще свои санки? Один и единственный раз я их плела, чтобы вам не соврать, года 3 назад. Вот ей-богу. Ну, где-то так. Ну, пускай 2,5. Ну, так вот мы образно возьмем, да. Один раз я их плела, и как-то вот, ну, как-то так они у меня, ну, не зацепило. А вот это вот что-то я задумалась, думаю, почему нет? Ведь санки можно использовать и как на стол поставить, правильно? Какие-то там мандаринки, апельсинки, либо деткам, там, внукам. Конфет туда, в общем, целую кучу натрясти, наукладывать и все. И прекрасно будет. Новогодние игрушки. Ох, эти новогодние. Слушайте, честно, вот мы как-то говорили, да, за новогодние игрушки, что пора их делать. Девочки, миленькие, вот в Инстаграме, боже, на Ютубе их море этих мастер-классов. И оленей, и... ангелов, по-моему, я не видела. Вот на ангелов можно сделать. Оленей полно. Звездочки есть. Колокольчики, по-моему, тоже есть. Видела. Что еще есть? Елки есть. Можно еще сделать, допустим, елку, но на, знаете, как на палочке. Типа вот она. Простая елочка на таких деревянной шпажке. Вот. Ну, просто как, допустим, декор на стол. Ну, там в офисе человек сидит, да, там можно поставить такой декорчик. Можно такое вот сплести. Тоже не... Ну это как идея. А там, конечно... В общем, на что мы останавливаемся? Останавливаемся санки. Плетем санки после баночек, да? А потом мы можем сплести кувшин после санок. Ну, вот как-то вот так. Я думаю, будет вполне достаточно. Так, ну что, у нас тут... У меня тут осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 трубочек. Я уже игрушек наплела. Метеор. Я еще не плела. Даже не бралась за них. Я в прошлом году была больная этими игрушками. Ну, что-то тоже как-то не это. Как-то не... Ну, не знаю. Что-то они меня не совсем вдохновляют, эти игрушки. Хотя они симпатичные такие вот. Симпатюляли. Но вот так. Так, ну что?
Мои хорошие, соскучилась я по всем вам. Давно уже я с вами не общалась. 3 недели меня тут не было. Меня тут уже в розыск подавали. Все думали, что я куда-то там исчезла, пропала. Вот канал появился, и раз он где-то потерялся. Я на месте, я есть. Чуть-чуть, чуть-чуть это... Чего салфетку оби... Какую салфетку? Не поняла по поводу салфетки. О, Ёлкино шампанское. Тоже хорошая штучка. Вот. В общем, болела я еще немножко... Конечно, не до конца прям не клемалась еще голос все-таки сиплый. И прям чувствую это, что еще горло чуть подводит. Ну ничего. Я думаю, до следующего эфира я уже буду бодрячком. Все. Пока все. Так. И салфетку обещали. А что салфетку, я таки не поняла, мастер-класс сделать или сплести в прямом эфире салфетку? Собаками собиралась искать. Ой, мне так было плохо, честно. Вот, ну, настолько голова просто так раскалывалась, что я, ну, действительно, мне настолько было тяжело, что я думаю, я даже в эфир не буду выходить, потому что, ну, за салфетку, в смысле, в прямом эфире. Правильно? Я говорила, что салфетки на вот такие вот, как я показывала. Ой. Ну, раз захотели мастер-класс, то придется все-таки сделать вот такую вот салфетку. Сейчас я приберу, чтобы было больше видно. На вот такую вот салфетку. Вот. Просили сделать мастер-класс. Ну, я как бы не думала даже за него делать. Я уже повторюсь еще раз. Ну, как бы она простая, ничего такого, ну, сложного в ней нет. Поэтому вот. Если нужно, сделаю, не вопрос. Спасибо, девочки. По поводу салфеток. Вот. Ну что, будем с вами закругляться, мои хорошие. Рада была видеть и уже постоянных наших зрителей, читателей, писателей, те, которые часто в комментариях вижу, и новичков уже вижу много. И уже принимают участие даже в обсуждении всего. Это уже приятно. Это говорит о том, что, значит, канал интересен. Я этому очень-очень рада. И я смотрю, что и подписчики растут, и, в общем, значит, я двигаюсь в правильном направлении. Значит, все интересно и все хорошо. Ну что, на такую салфеточку я сделаю. Ну, тут, конечно, небольшой будет мастер-класс, но по полке. По полке. Какой полке? Не поняла по поводу полки. Девочки, если что-то нужно, я сделаю мастер-класс. Мне не тяжело сделать это как бы, ну, в принципе, ну как не тяжело. Это времени занимает и, конечно, немало, но, во всяком случае, мне приятно то, что вот я смогу чем-то помочь. О, хлебницу плетут, вообще красота. Я уже много видела хлебниц по моему МК, и это меня так радует. Ну вот это вот она, вот это вот. Вот на нее, на такую я могу сделать мастер-класс, отдельно видео сниму по вот этой вот такой вот салфеточке. Не вопрос, я сделаю.
А, для полотенец полка. Будет, сделаю обязательно. Я не забыла, я все не забыла. Я помню, что меня терроризировали этим мастер-классом по поводу той полки. Конечно, сделаем, сделаю. Я за это не забыла, я помню, что я должна. Я... Так. Так, вроде бы на все вопросы я ответила. Я надеюсь. Все, надо прощаться, надо убегать. У нас уже темнеет. Я еще печь не топила. А у нас же нет, я живу в частном доме, у нас нет такого отопления, поэтому у меня есть 2 печки, мне их нужно топить. Вот. А уже темнеет, еще пока схожу, дров возьму, в общем, такое вот все. Все, мои хорошие, спасибо, что были со мной, спасибо, что поддержали, спасибо за ваши пожелания о моем выздоровлении. Я никуда не пропала, я есть, буду. На этой недельке напишу, когда у нас будет эфир. Я думаю, что это будет суббота, так как мы обычно, да, там суббота в 3 часа, на 3 часа дня. То есть время Украины у нас, по-моему, с Россией одинаковое время сейчас. Ой, прошу прощения. Вот. Поэтому я напишу. Ну, в эту субботу точно не будет, на следующую субботу. Я как раз еще там трубочки подготовлю, покрашу. Вот. И будем плести такие баночки с полочкой. Все. Всем хорошего вечера, утра, дня, ночи. Я не знаю, у кого какой. Всем не болейте. Держитесь. Побольше чайка с лимончиком. Ну и берегите себя. Все, девочки и мальчики, всем хорошего настроения. Пока-пока. Хотела сказать, если будут какие-то там пожелания что-то сплести в прямом эфире, пишите в комментариях. Вот. И мы, в общем, мы это дело обсудим. Можете, кстати, под этим эфиром сразу же в комментариях и писать, и как раз я буду понимать, что это относится к нашему обсуждению по поводу того, что мы будем дальше плести в прямых эфирах. То есть я хочу, чтобы так было и вам полезно, и мне интересно. Ну, вот как-то так. Все, убегаю, бегу. А то мне тут уже горло садится, уже чувствую, что все, отъезжаю. Все, всем пока-пока. Обнимаю, люблю, целую. Спасибо, что вы были со мной. И здоровья тоже.